Всем привет, с вами Леший, и вы на канале Добрых Стримов. Вчера вышел новый режим «Захват трофея», и почти сразу же мне стало писать много людей о том, что режим неприятный, режим сложный, как в нем сделать столько побед для задания. Я зашел на YouTube, ввел название этого режима и увидел, что нет ни одного ютубера, который снял бы нормальный гайд. Все рассказывают о так называемом баге, и все. Поэтому я решил записать для вас этот небольшой видос, в котором я расскажу, как, кем играть в режиме «Удержи трофей», а также поговорим про тот самый так называемый баг. Поехали. Начну с общей информации о режиме. В этом режиме побеждает та команда, которая дольше удержит в руках трофей за время матча. Если трофей окажется на земле и пролежит определенное количество времени, то он резнится на центре карты. Этот момент важен, запомните его. Теперь я расскажу про основные фишки и стратегии в этом режиме. На момент выпуска ролика ни один ютубер не рассказывал про это, поэтому это очень крутая эксклюзивная информация. Первая фишка. С момента, как вы появитесь на карте, ваша главная цель — занести трофей на вашу половину. Как можно дальше от респа противника. И как можно ближе к месту своего появления. Вокруг этой фишки будет строиться вся стратегия игры. Я бы даже сказал, что это важнее, чем просто удержать трофей. Пока рядом с вами появляются убитые соперники, вы не сможете нормально держать трофей. Вы будете постоянно умирать, терять контроль. Но если соперник появляется далеко от трофея, он будет вынужден каждый раз после смерти бежать к вам. А если противники еще и рандомы, то они каждый раз не будут ждать друг друга, а будут просто умирать по одному. Поэтому, когда вы только появляетесь, самый быстрый из вашей тимы должен нырнуть под трофей и кинуть его союзникам. Союзники кидают его еще дальше от центра. В начале игры вам вообще не нужно сразу же удерживать трофей. Главное выкинуть его на свою половину и защитить. Только когда вы убьете соперников, берите трофей и удерживайте. Да, эта фишка будет работать до самого конца игры. Если вы на своей половине и понимаете, что легко убьете поступающих врагов, выкидывайте трофей к стенке, убивайте врагов и потом снова подбирайте трофей. Контроль тут гораздо ценнее лишней секунды с трофеем. Вторая фишка связана с первой. Трофей уже у вас в руках, вы пытаетесь его унести, но вас догоняют. Что делать? Подкидывайте его, бегите, подкидывайте и бегите. Дело в том, что пока трофей летит в воздухе, вы двигаетесь с обычной скоростью. Поэтому, если вы бежите, подбрасывая трофей, то ваша скорость почти не уступает вашей обычной скорости передвижения. Как я уже говорил, важнее всего донести трофей до своей половины, чем просто подержать его лишние секунды на центре. Помните это всегда, важнее контроль, важнее трофей на вашей половине, а не на вражеской, чем лишние секунды, проведенные с трофеем. Что же делать, если трофей оказался на вражеской половине? Нужно как можно скорее переместить его на вашу половину, что банально. Только не бегите по одному, сливаясь по очереди. Лучше подождите команду и все вместе надавите. Я много раз видел, как во время игры мои соперники или тиммейты по одному бегут, сливаются, и одна из команд просто с сухим счетом 100-0 выигрывает. Есть еще одна небольшая хитрость для подобных ситуаций. Вам не обязательно уносить трофей на свою половину, если он на вражеской. Вы можете просто сражаться с соперниками на их половине и защищать трофей до тех пор, пока он не пропадет и не окажется на центре. Это крутая фишка, попробуйте. Часто противники не готовы к такому повороту. Теперь я расскажу про так называемый баг, о котором рассказывают все ютуберы вместо нормальных гайдов. Наверное, вы же много раз видели ролики, в которых Эль Примо или кто-то другой делает дырку в камне, гео союзникам прыгает туда на трамплине, и дальше они побеждают, потому что соперники не могут попасть в эту дырку. Разберем два варианта. Первый. Вы сами хотите использовать эту фишку. Стоит ли это делать? Если у вас готовая тима, то это крутая фишка, которая поможет пушить кубки и в целом будете часто выигрывать. Но не нужно никогда делать так с рандомами на низких кубках. Я неоднократно видел, как Эль Примо запрыгивал в угол, его союзники умирали, и он просто стоял в том углу всю оставшуюся игру, пока их тима проигрывала. Это очень смешно. Второй вариант. А что делать, чтобы ваши соперники так не обыграли вас? Всегда имейте в тиме хотя бы одного персонажа, который ломает стенки.
Недостаточно иметь просто прыгучего Эдгара, потому что он запрыгнет туда и его убьют. Нужен кто-то, кто ломает стену. Если вы играете с рандомами, лучше сами берите такого персонажа. А если же вы играете с рандомами и не хотите качать Эль Примо, Фрэнка и подобных ломающих персонажей, то берите Бравлера, который сможет хотя бы запрыгнуть в дырку, а лучше закинуть что-то в нее. Мишку, турель, динамит. Так, про стратегии я рассказал. Дальше расскажу про то, кем играть в этом режиме. Я не буду давать конкретные пики, так как их достаточно много, но научу вас самих подбирать персонажей для этого режима. Я бы разделил всех персонажей на несколько видов. Защитники, атакующие, танки и помощники. Защитники — это персонажи, которые либо имеют хороший массовый контроль, затяжки, оглушение, откидывание врагов в сторону, либо которые наносят высокий массовый урон. Атакующие — это персонажи, которые могут быстро переместиться к врагу с трофеем и убить его, либо это персонажи, которые могут выбить трофей из рук соперника. Танки — это толстые персонажи, которые могут долго жить, не давая соперникам отобрать трофей из рук. Помощники — персонажи, которые накладывают на команду какие-то бафы или лечат ее. Так вот, важно, чтобы у вас в тиме был всегда хотя бы один защитник и хотя бы один атакующий. Еще круче, если ваши персонажи будут сочетать несколько функций. Помощники менее важны, но если у вас уже есть готовая тима с атакующим защитником, то можно взять третьим какого-нибудь хиллера или ускорителя. Если же вы играете с рандомами, важно брать персонажа с несколькими ролями. Не берите узкоспециализированных персонажей. Как это применить на практике? Рассмотрим несколько персонажей. Например, Фрэнк. Фрэнк может контролить сразу большую толпу соперников. Он может их застанить, он может атаковать большое количество соперников. Значит, он защитник. А может ли он быстро влететь в соперников или опрокинуть соперника и выбить трофей с его рук? Нет, не может. Значит, он не атакующий. Фрэнк толстый? Да, значит, он танк. Получается, Фрэнк танк-защитник, который к тому же умеет ломать стены, а значит, не даст использовать против вас баг. Получается, он крутой персонаж. Дальше. Эль Примо. Имеет ли он массовый контроль или урон для защиты? Нет. Может ли Эль Примо быстро перемещаться и опрокинуть соперника с трофеем? Да, может. Значит, он атакующий. Он толстый? Да, он танк. Получается, Эль Примо атакующий танк, который также ломает стены. Подходит, отличный персонаж. Далее, Колет. Может ли она быстро переместиться к сопернику и опрокинуть его с трофеем? Переместиться она быстро не может, а вот опрокинуть своим супер ударом с пассивкой может. Значит, она частично атакующий. Может ли она наносить высокий урон соперникам массовый, либо контролить их? Массовый урон она наносить не может, но с учетом того, что многие соперники в этом режиме танков берут очень много, она наносит очень большой единичный урон, плюс опять же ее супер удар с пассивкой на отталкивание, и она становится частично защитником. Получается, Колет наполовину защитник, наполовину атакующий персонаж. Да, по личному опыту этот персонаж очень хорошо играет. Но с рандомами ей сложно играть, потому что она не умеет ломать стенки, и она хоть и универсальная, но какую-то роль полностью она не может отыгрывать. Далее, Нита. Может ли Нита быстро ворваться и атаковать? Нет, Нита не может быстро ворваться и атаковать, она не атакующий. Но у нее есть Мишка, которого она может бросить на соперника, и Мишка будет ковырять соперника с трофеем, что заставит соперника выбросить трофея, так что можно считать, что Нита может опрокинуть соперника, грубо говоря. А если при этом Мишка со станом, то есть с оглушением, то она реально может застанить соперника с трофеем, и тогда она становится наполовину атакующим. Далее, имеет ли Нита массовый контроль? Массового контроля она не имеет, но она имеет массовый урон. У Ниты хороший урон, и с учетом ее Михаила, который может отвлекать соперников, она подходит под категорию полузащитника. А толстая или Нита? Да, Нита достаточно живучая, то есть она частично может быть танком, особенно с учетом Михаила.
потому что вы можете взять трофей в руки и оставить Мишку ходить рядом. Получается, Нита тоже хороший персонаж, но желательно играть с ей в тиме, не с рандомами. По опыту скажу, что Нита тоже хорошо играется, особенно если взять Мишку с гаджетом на защиту и с пассивкой на хил. Тогда Нита очень сильно достает соперников. Далее, Джесси. Может ли Джесси прокинуть соперника или быстро атаковать? Нет. Может ли Джесси массово наносить большой урон? Да, ее шаровая молния хорошо кошмарит толпы соперников. Далее, имеет ли Джесси контроль? Да, если она использует гаджет на замедление, то она имеет массовое замедление. Получается, Джесси хороший защитник, но плохой атакующий. Может ли Джесси быть танком? Нет. Но если Джесси поставит турель, она в принципе может носить под турель несколько секунд трофеи, потому что соперники будут вынуждены отвлекаться на турель. То есть она чуть-чуть может быть танком. И как небольшой бонус, она может закинуть свою турель в дырку к соперникам, которые пытаются использовать баг. То есть Джесси тоже хороший персонаж, но не универсальный. Далее, Бо. Может ли Бо быстро перемещаться к противникам и сбивать противника с ног? Перемещаться не может, но минами может сбить с ног. Но все-таки атакующим он не может быть. Далее, имеет ли Бо массовый контроль, большой массовый урон? Нет, не имеет. Потому что его мины очень легко разрядить, особенно на высоких кубках, это умеют делать все. Получается, Бо не защитник и не атакующий, и он плохо подходит для этого режима. Таким образом, вы можете разобрать любого персонажа, подходит он или нет. Да, если у вас есть вопросы относительно какого-то конкретного персонажа, которого я не озвучивал, напишите в комментариях, а я отвечу и разберу его по этой схеме. Этой информации, которую я дал, хватит, чтобы сделать из вас настоящих профи в этом режиме. Напишите в комментариях, за какого персонажа вы любите играть в этот режим и понравилось ли вам удержание трофея. На этом я с вами прощаюсь. Я запишу следующий гайд, когда увижу по вашей активности, что подобный формат роликов вам интересен. Также хочу рассказать, что я регулярно провожу ламповые добрые стримы. Чтобы их не пропустить, подпишитесь на канал. До новой встречи, друзья! Добрых вам тиммейтов и вежливых соперников!